Дорогие друзья, сегодня мы с вами научимся вязать красивый, в то же время достаточно простой узор из сложных столбиков. Вот такие сложные столбики. Смотрите, я выполнила в этом случае столбики без накида, сложные столбики и столбики без накида. И показываю вам, что вы можете продолжить выполнять полотно, допустим, просто столбиками без накида и с накидом. И низ изделия или вашего полотна будет смотреться очень красиво и интересно. И само полотно мы будем выполнять таким узором из сложных столбиков. Видите, да? Очень интересно будет смотреться, красиво. Раппорт в ширину у нас с вами 4 петли, раппорт в высоту 2 ряда. Вяжется достаточно быстро, смотрится очень красиво и интересно. И приступим к работе. Для работы мне потребуется крючок 1,4, пряжа у меня мерсеризированный хлопок 169 метров в 50 граммах. И начнем выполнение нашего узора. Вся дополнительная информация находится под видео. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получится. Начинаем выполнение нашего узора с 18 воздушных петель. И обращаю ваше внимание, что раппорт в ширину у нас 4 петли. То есть у нас будет 4 × 4 = 16, то есть 4 раппорта и 2 петелечки с одной и с другой стороны для симметрии. Напоминаю, 18 воздушных петель я набираю. Раз, я считаю, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Я выполнила цепочку из 18 воздушных петелечек. Далее я продолжаю работу и буду выполнять первый ряд столбиков без накида. Для этого я выполняю одну воздушную петлю подъема. Далее я ввожу крючок очень внимательно. Раз, два, в третью воздушную петелечку. И буду провязывать столбик без накида. Далее я в каждую петлю буду провязывать по одному столбику без накида. Вот таким образом. Аккуратненько, не спеша, в каждую воздушную петлю по одному столбику. Так я выполняю до конца моего ряда. Я выполнила первый ряд столбиков без накида. Это первый ряд моего раппорта в высоту. Всего в высоту у нас с вами будет 2 ряда. И я приступаю к выполнению второго ряда. Второй ряд это у меня сложные столбики. Для этого я выполняю 6 воздушных петелечек подъема. Считаем. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Работу разворачиваю. И буду выполнять 4 накида на крючок. Раз, 2, 3, 4. Выполнили. Далее очень внимательно. Я пропускаю первую вершинку. В следующую вершинку ввожу крючок. И выполняю столбик с 2 накидами незавершенный. 2 накида на крючок. И выполняю в следующую вершинку столбик с 2 накидами незавершенный. Все петелечки на крючке, видите, я придерживаю пальчиком. И продолжаю так работу. Я буду выполнять еще 2 таких столбика. Всего их должно у меня получиться 4. 2 я уже выполнила. Далее это у меня 3-й столбик. И это 4-й. Видите, да? Все мои столбики готовы. Далее я захватываю рабочую нить
и протягиваю через все вершиночки, провязываю. Видите? Далее я провязываю мои накиды, которые остались на крючке. То есть столбик с двумя накидами. Первый накид, второй и столбик завершаю. Первая часть моего сложного столбика готова. Далее я буду провязывать вершинку еще 3 столбика с двумя накидами, чтобы завершить выполнение моего сложного столбика. Для этого я выполняю 2 накида на крючок и смотрите очень внимательно. Ввожу крючок во все вершинки. Вот таким образом. И провязываю столбик с двумя накидами. Это у меня получается второй столбик. Всего их должно быть 4. То есть точно так же, как и в нижней части. Это у меня второй. Далее третий. И еще один четвертый. Вот таким образом. Выполнили. И теперь смотрим. Я выполнила мой сложный столбик, поправляю и видим. Красивый, интересный, сложный столбик мы с вами научились вязать. Далее я продолжаю выполнять свой узор и буду выполнять до конца ряда такие сложные столбики. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. То есть, что я делаю? Как и ранее, 4 накида на крючок. 1, 2, 3, 4. Придерживаю пальчиком обязательно и ввожу крючок в следующую вершинку. И выполняю столбик с двумя накидами незавершенный. 2 накида. И в следующую вершинку столбик с двумя накидами незавершенный. 2 накида. И столбик с двумя накидами незавершенный. 2 накида. И столбик с двумя накидами незавершенный. Далее я захватываю рабочую нить и через петелечки, через все вершинки, видите, на крючке провязываю. И мне остается завершить столбик с двумя накидами. 1, 2. Далее я в вершинку наших столбиков, вот в общую, да, буду провязывать еще 3 столбика с двумя накидами. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. Смотрите, я выполняю второй. Давайте я уже завершу этот столбик вместе с вами, а вы уже дальше по полотну выполните самостоятельно. Смотрите, это у нас 3 и 4. То есть все очень-очень просто. Вот таким образом я захватываю и провязываю. Такие красивые столбики у меня получаются. Так вы выполняете до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение второго ряда моего узора. Это второй ряд раппорта. Я выполняю 4 накида на крючок. Далее смотрите очень внимательно. Я ввожу крючок, видите, вот воздушная петелечка подъема, которая была выполнена в начале предыдущего ряда. Я в нее ввожу крючок и провязываю столбик с 4 накидами. И считаем 1, 2, 3, 4 и завершаю.
мой раппорт в высоту готов. Он состоит из 2 рядов, столбиков без накида и сложных столбиков. Далее вы продолжаете выполнять эти 2 ряда на необходимую вам высоту. То есть следующий ряд у нас будет ряд столбиков без накида. Я начну выполнять, вы продолжите самостоятельно, и далее будут у нас с вами сложные столбики. Я выполняю одну воздушную, работу разворачиваю очень внимательно, пропускаю вершинку первого столбика, а вершинку следующего ввожу крючок, выполняю столбик без накида. И далее здесь все очень просто, в каждую вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик без накида. Ничего сложного, видите, да? То есть вот таким образом. И обязательно не забываем провязывать наши петелечки подъема. Давайте я быстренько провяжу столбики без накида, и мы с вами провяжем наши петли подъема и приступим к выполнению следующего ряда наших сложных столбиков. И уже полотно вы выполните самостоятельно на необходимую вам высоту. Узор простой, видите, да, всего лишь 2 раппорта в высоту, но очень красиво и интересно выглядит. Продолжаю. И вот я уже завершила выполнение. Смотрите, вершинка. И вот я ввожу крючок в мою петелечку подъема, видите? И выполняю столбик без накида. Далее я выполняю 6 воздушных петель подъема и приступаю к выполнению следующего ряда. То есть это у меня уже будет второй ряд второго раппорта в высоту. Начнем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Разворачиваем работу. Я выполняю 4 накида на крючок, и вы продолжаете уже выполнять вот такие красивые и интересные сложные столбики. При этом, напоминаю, мы пропускаем вершинку, самую первую, и в следующую вводим крючок. И еще, прежде чем показать вам готовое полотно уже, я хочу, смотрите, показать, то есть я выполнила раппорт в высоту, столбики без накида и сложные столбики, и выполнила ряд столбиков без накида. Вы можете выполнить всего лишь буквально вот такую тесьму и начать выполнение полотна уже из столбиков без накида или столбиков с накидом, но нижняя часть, видите, вашего изделия будет очень интересно и красиво смотреться. Давайте я переверну, посмотрим. Ну, то есть видите, да? Вы можете всего лишь выполнить буквально несколько рядов, но уже изделие будет у вас смотреться совершенно по-другому. Ну и, конечно же, просто в качестве тесьмы или шнура тоже будет просто вот всего лишь 3 ряда, будет смотреться очень интересно и красиво. А мы с вами выполняем полотно. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень красивый, в то же время простой узор из сложных столбиков. Смотрите, если вы выполните всего лишь 3 ряда, да, вот как в моем случае, то у вас получится великолепное начало работы любого полотна или лямочка. Да, то есть вы можете оформить любое изделие вот именно таким узором. А сам узор, само полотно именно из этих столбиков будет смотреться вот таким образом. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось. И творческих вам успехов!